Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. У меня в этот раз получится. Почему? Потому что вы уже насмотрелись, наверное, рекламных проспектов на смартфон, который я купил около месяца назад. Я специально не делал на него обзор, для того, чтобы все насладились тем, как его можно пытаться раздолбать. И напоминаю, что я вот это все дело приобретаю, в своей личной телеге скидываю скрины, что где, когда покупаю на всех платформах, что-то когда-то получается. Realme это супер классный дизайн, вот это вот бюджетник, и вас убеждает, в принципе, общество, в которое покупает смартфоны по 100-150 тысяч рублей, а чего смотреть обзоры на смартфоны за 10 тысяч. И они не правы. Почему? Потому что за 10 тысяч рублей очень много разных устройств. Я не говорю только о Redmi Note 14 4G, с которым я буду сравнивать это устройство, для того, чтобы вы ощутили всю глубину глубин. То есть я даже комментировать не буду цифры, которые вы будете видеть. Почему? Потому что, мягко скажем, это дичь, когда ты видишь за одни и те же деньги устройство из 2020 года с выпиленным всем. Такое ощущение, что все, что они могли потратить на мини-джек, инфракрасный порт, нормальную внутреннюю память, они потратили на рекламу. Они такие, зато мы продадим 10 миллионов экземпляров, при том, что никто не говорит, если я вот это дело постираю в стиральной машине, вы видите, что я топлю смартфон, у меня там тонули в основном, кстати, смарты с IP. Либо IP68, либо IP69K Vivo X100S, либо IP68 это Flip 5 или Nubia Z60 Ultra тонула, помните? Вот это альтернатива, наверное, защищенным смартфонам, наверное, по их идее, и тогда она имеет право на жизнь. Но здесь не хватает очень много всего относительно защищенных смартфонов. Вот смотрите, бюджетники хочется вот эти вот раздалбывать, уничтожить. Но какая к черту разница, как ты будешь его бросать, если ты бросать его не будешь? В принципе. Я надеюсь, напишите мне в комментах, чтобы я делал и на бюджетнике обзоры, потому что люди не богатеют, и вот эти вот смарты, которые а-ля вот там побежал, за 11 тысяч купил, и все. Я его, кстати, купил дешевле десятки, потому что в Азии они продают их дешевле. Вот ориентир по ценникам, 8128 был 11 500 рублей на Алихе. Это не самый низкий его ценник был, но плюс-минус в разные дни, если посмотреть, он стоил именно так. Redmi Note 14 4G, он стоил единственное 12 200, то есть у нас разница в 700 рублей, но опять же, я думаю, что и тот, и другой будет стоить еще дешевле со временем. Не все, как говорится, сразу. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной для Realme коробке желтого цвета. В комплекте мы имеем смартфон, защитную пленку, обыкновенный силиконовый чехол, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 45 Вт, защитный чехол, руководство пользователя и ключ для извлечения полноценного слота под 2 сим-карты и карту памяти. Вес смартфона 200 граммов, а габариты составляют 165 на 76 на 8,2 мм, а вместе с блоком камер 11 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Не забудь еще подписаться на телеграм-канал скидок, это тоже условие. Перейдем же к смартфону. Начнем. Приобрести смартфон можно в черные, красные, которые я купил, и золотистой расцветки. Внешне C75 выглядит неплохо. Грани у смартфона прямые, рамки выполнены из пластмассы, как и тыльная часть. Сборка, по мне, хорошая. Ко всему, смартфон имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP66, 68 и 69. Скажем так, у меня ничего не умирало, в принципе, из 10-тысячных смартфонов, которые там $100 стоят. И сказать, что если вы его утопите, вам его кто-то поменяет, я очень сильно сомневаюсь. Также производитель заявляет о том, что эта модель является самой прочной, так как смартфон прошел тест на работу в экстремальных условиях по стандарту MIL STD 810H, который довольно хитрый, как вы помните, где-то года 4 назад я MSFIT-ские часы с 2 ударов, точнее не я, мой 6-летний сын разбил, и все это дело особо относительное. Всяких дроп-тестов, тестов на защиту от различной температуры и подобного в интернете уже достаточно. Кому интересно, можете посмотреть. И шортсов там миллиард запилили. Хотя, повторяюсь, такой же можно делать с любым смартфоном за $100, который не жалко. И вряд ли он погибнет. Далее, в руке лежит смартфон не совсем удобно, но тут все индивидуально.
экрана. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, один микрофон с шумоподавлением и динамики. Стерео не завезли, вибромотор слабенький и не настраиваемый, не подвес, и мини-джека и UK-порта нету. За UK-порт отдельно минус. Летим дальше. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей со стеклом Armor Shell. Экран прямой, рамки заметные, как и подбородок, но они не громадные. Соотношение экрана к корпусу 91,4%, контрастность 1500 к 1. Плотность пикселей составляет 392 ppi, частота обновления экрана 90 Гц. А частота дискретизации касания максимум до 180 Гц. Кстати, с тачем проблем не было. Мультитач есть, и экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Яркости в пике даже 600 люксов он не показывает на 100%. 410-420 люксов, иногда больше. И, как говорится, ни в коем случае не путайте с IPS-ками, которые в стареньких айфонах. Вот там, да, там было прям вау яркость. А здесь ее будет мало, но если использовать в темном помещении, вам, в принципе, будет достаточно. Функция постоянно включенный экран есть, но она активируется только тапом, то есть считайте это не АОТ, а так. В настройках дисплея, помимо смены частоты обновления экрана, также можно изменить размер и тип шрифтов. Все как у всех. Персонализировать интерфейс, отрегулировать систему отображения часов, значков уведомлений, установить темную или светлую тему интерфейса и включать защиту зрения. Цветопередачу экрана можно отрегулировать, используя два основных режима с возможностью выбора цветовой температуры. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировку, функции распознавания лиц и стандартными способами. Летим дальше. Почему это мертворожденный девайс? Потому что процессор установлен MediaTek Dimensity Helio G92 Max. То есть даже не 99-й. Что это значит? Это значит, вы покупаете в красивой оболочке процессор уровня 2020 года, но не это самый ужас. Здесь техпроцесс 12 нанометров, 8 ядер, максимальная частота 2 ГГц, графический процессор ARM Mali G52 MC2, оперативная память 8 ГБ LPDDR4X, и дальше идет магия. Это вот уровень смартфонов за 5000 рублей. Внутренняя память здесь eMMC версии 5.1 на 128 или 256 гигабайт. Это значит, что даже когда вы его новое распакуете и начнете юзать, система будет чуть-чуть странно работать, а где-то через недельки-две, как только вы туда всего чего поустановите, напишите мне в комментариях, насколько вы благодарны бренду Realme. Операционная система Realme UI на базе Android 14 версии, это не удивительно, там только во флагманах 15-ю сразу сходу ставят, и то, если брать средняков, то только по X7 Pro, по-моему, из последних получил 15-ку. По связи имеется поддержка Bluetooth версии 5.0, Wi-Fi 5 серии, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту, датчик приближения работает корректно, есть ощущение, что он физический. NFC-модуль в наличии, на данный момент можно без проблем установить MirPay для оплаты бесконтактным способом. GPS однодиапазонный, что тоже неудивительно, и точность в 1 метр он показывает, но работает навигация медленно. Переходим к аккумулятору. Емкость аккумулятора 5828 мАч. PCMark, кстати, даже если вы открываете его, загружается просто полминуты. Он у меня, кстати, его не прошел, но, чтобы вас сориентировать, 20% в час он поедает в PUBG Lite. Притом греется прилично, яркость сбрасывает ниже, чем 300 люксов. Денек сможете его легко использовать, потому что яркость он будет сбрасывать и, по большому счету, подтормаживать чуть-чуть. Есть он много не будет. Заряжается он от 0 до сотки за 1 час 20 минут. Поддерживает зарядку до 45 Вт. При просмотре роликов по Wi-Fi на YouTube на 100% яркости уходит 3-4% заряда в среднем. Играть невозможно, снимать что-то невозможно, вы увидите сравнение. Фото то же самое, можно натянуть сову на глобус, сказать, что они что-то там алгоритмами дотягивают, но нет. Это прям печаль и уровень смартфона до $100, хотя он стоит дороже. Переходим к тестам. В тесте на стабильность смартфон выдает 149 гипсов, минимум максимально 169 и в среднем 160 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Антутовский тест показывает магические 270 тысяч попугаев. И когда их округляют до 300, они накидывают 10%. 10%, допустим, от 50 тысяч это уже 55. 10% от 100 это 10 тысяч. То есть нет, он не выбивает 300 тысяч баллов. Для комфортной работы нужен смартфон минимум, чтобы выбивал 400 тысяч баллов. И все конкуренты практически не от Realme в этом ценовом диапазоне выдают 400 тысяч баллов. Это значит, вы сможете пользоваться этим смартфоном. Как говорят, синтетика вы не почувствуете. Вы почувствуете. Зайдите в магазин, попробуйте открыть на нем камеру 10 раз. И попробуйте открыть камеру на любом другом, даже бюджетнике Infinix, Tecno, Xiaomi,
Xiaomi Poco, без разницы что. И вы увидите, даже не устанавливая на него практически ничего, какая разница. И вот эта разница будет со временем, чем больше вы туда будете грузить, более и более заметно. Опять же, мое субъективное мнение, вы можете написать, что вам хватает и этого процессора, но вот в памяти кроется вся беда. Вот из-за этого он будет люто тормозить, вне зависимости от того, что вам покажут в рекламе. И опять же, это ценовой диапазон $70-80, но за счет защиты, я в конце еще раз разжую, они очень неплохо его продают за просто нереальные деньги. Железо, которое вообще ничего не стоит. То есть процесс 2020 года у нас. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, а также с тыльной части находится датчик глубины на 2 мегапикселя, направленный микрофон и LED-вспышка. Максимальное разрешение для съемки видео основного сенсора 1080p 30 fps, фронталка на 8 мегапикселей с апертурой 2.0, максимальное разрешение съемки видео фронтального сенсора 1080p 30 fps. Примеры видео вы сейчас увидите и сравнение с Redmi Note 14 4G, который стоит так же. Что, как говорится, чтобы понять всю глубину глубины, это 1080p 60 fps против 1080p 30 fps. Вполне возможно, вам больше нравится 30 fps, может быть, нравится больше IPS и большой подбородок. Но в целом вот такая разница будет по съемке. Если зумировать, то у одного максимум зум X6, у второго аж X10. Если что, X10 на Realme. Только смысла я не вижу. Так, ну что, 1080p 30 fps против 1080p 60 fps. Я не знаю, наверное, да, как мне говорят, я хейтер Realme, но вот цветопередача у Realme хуже. Redmi, когда я ругаю Redmi, я просто забываю о том, кто в такие деньги что пытается продать. И ну вот он, бюджетник, от одного бренда и от другого, выбирать вам, что лучше для вас. Ну, как правильно скажут, мне камера не нужна, но по работе в системе, опять же, смотрим на Ballo Antutu и прикидываем, у кого какие перспективы. Спойлер, можете посмотреть в моей личной телеге. 200 с лишним против 400 с лишним тысяч баллов. Вот такая история. Иксы, X6 против X10. И если X6 и X6, то X6 и X6. Вот так. Наверное, тут эквивалент вот так будет. Все-таки 5.1 и 6. У Xiaomi еще, у Redmi удобно, что у него колесико, а здесь нет. И 1080p 30 fps, фронталка. Здесь тоже, я думаю, все понятно и ясно без моих слов, но для того, чтобы примерно у кого-то была возможность написать, что фронталка нам тоже не нужна, ее просто вставили, чтобы она здесь была, я согласен, что хорошо. Вот такая съемка будет на эти два девайса. Ну что, 1080p 30 fps против 1080p 60 fps, съемка с двух рук. Супер плавно стараюсь все это дело двигать. И сейчас вы можете оценить, какой из этих смартфонов, по вашему мнению, лучше снимает. Видите, просто мертвый сезон. Начало марта, уже все. Уже не все волшебно по людям. Хотя сейчас самое такое время, чтобы народу загорать. Но уже никого практически нет. Вот так вы сможете снимать с двух рук. Насколько эффектно и эффективно вы сейчас видите. Если постараться аккуратнее идти, иду аккуратнее. Может быть, какой-то из микрофонов я закрываю, хотя стараюсь этого не делать. И в целом вот такую картинку вы можете получить. Достаточно будет минута за глаза и за уши, как говорится, да? На основу. Так, ну что, фронталка. А еще у Redmi есть мини-джек, к слову. И, разумеется, AMOLED. Я об этом скажу в ролике, может быть, вы не запомните. И в целом на 108 мегапикселей, вот опять же, при фотографировании в высоком разрешении можете посмотреть и там сравнение, и исходники посмотреть. Он снимает дольше. То есть скорость съемки Realme выше, но он снимает опять же в 50 мегапикселей, а по качеству можете снова посмотреть в исходниках.
Да, даже эти смартфоны могут уже снимать. Уже. Но не факт, что... Но все равно, как мне сегодня писали, там, найди мне за 40 тысяч аналог Vivo 90 Pro Plus. Человек хочет купить бэушный с уже побитым экраном. Нет, аналогов нет. Он стоил 1000 баксов. В этом районе и надо смотреть. Флагман новый. И 1080p 30 FPS плюс петухи. Да, надо, наверное, супер нежно двигать. И тогда будет что-то. Собачка. Нечего над ним издеваться. Фронталка 1080p 30 FPS. А мне, наверное, все-таки, если снимать неподвижно, то все будет более-менее прилично. Но мы не ищем легких путей. И вот так. Кстати, подсветка включается. Rolling Shutter. Я его, кстати, меньше вижу, чем в каком-нибудь Realme 14 Pro Plus или Redmi Note 14 Pro 4G или еще Samsung последних, заметьте. Магия. Ну что, 1080p 30 FPS. И фокус помогаю руками настраивать. Но, как говорится, если ручками поработать, то и фокус можно поймать. Нет, на собачку вот, получилось. Так, как работает автофокус? Смотрим. Раз. Два. 3, 4, 5. Вау, даже двухоконный режим есть. Круть. Как в старом фильме, если честно. По ощущениям. Как будто фильтр. Минусы: нет АК-порта, мало производительности, Android 14 версии, нет широкоугольного сенсора, монозвук, нет мини-джека, и он хуже всех конкурентов в свои деньги на всем рынке. В первую очередь, самое мракобесное, повторяю здесь, это медленная внутренняя память. Я не знаю, для чего они это сделали, потому что, по большому счету, им надо было чуть-чуть поменять смартфон, чтобы он стал лучше, чем смартфон конкурентов или на уровне, за счет как раз вот этой агрессивной рекламы, что его можно бить. Хотя, опять же, под это существует защищенные смарты. И в разбивании смартфона важна эта гарантия. Поменяют ли его вам после того, как он у вас упадет, проедет по нему машина. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. И вы этим очень сильно поможете проекту. И, разумеется, это уже в конце ролика, мы идем топить смарт, хотя с ним вряд ли что-то будет. Опять же, у меня ни один бюджетник за 7 лет не тонул, и я чего только не топил из бюджетников. Вот это дело у нас. Видите, как быстро он открывает камеру, да? Сарказм защиты, надеюсь. Будем топить. 99,9 в периоде. С ним ничего не будет. А если что-то будет, нам не особо и жалко, да? Это не смарт за 120 штук, чтобы сильно переживать. Но, опять же, скорее всего, с ним ничего не будет, так же, как и не было с любыми другими смартфонами в эти деньги. Я напоминаю, что ничего у меня за 10 тысяч рублей не тонуло, что бы с ним ни делали. И вот так примерно вы сможете снимать. Сенсор работает, кстати, местами. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Вот напишите мне честно. Понятно, что основная магия любой темы с маркетингом, с продажами, особенно бюджеток, не имеет значения балла в Antutu. Кто пользовался бюджетниками? Вы видите разницу между eMMC памятью и UFS? Мне прям очень интересно, если у вас будет время, у людей, которые хоть чуть-чуть разбираются, чтобы вы написали ваше отношение вот к такому решению. Все остальное, то, что он сбрасывает яркость в играх 200 с лишним люксов, ну кому-то будет эти 500 люксов достаточно. Все остальное из разряда там отсутствие стереоинфракрасника, мини-джека, в отличие от его конкурентов, окей. Ну хорошо, они сделают так, что люди купят вот это дело, потом кто-то купит вот это, они сравнят через 3 месяца и поймут, что Realme с его ценником просто очумели. И не все собираются гвозди им забивать, тем более, еще раз повторяюсь, гвозди забивать им нельзя. Это незащищенный смартфон. Что бы вы с ним ни делали, вы то же самое можете делать с любым девайсом за $100. Просто он будет мощнее, экран будет ярче, как в этой ситуации. Не обязательно Redmi. Вы берете любой Infinix, любой Tecno, любой какой-то дешман ноунеймовский, но не с памятью eMMC, потому что этот тип памяти, он предназначен для устройств за $50 людям, у которых есть стальные нервы.
Понятно, что и за 20 тысяч рублей смартфоны как камеры ты не будешь использовать. Понятно, что и графоны это другая история. Но вот это девайс, который должен стоить до 10 тысяч рублей. Они не должны стоить в ценник, как стоят устройства с нормальным железом. Мне лично девайс очень понравился. От меня девайсу однозначно, да, до 10 тысяч рублей. Спасибо им за классную просто внешку. Нереально круто. Своим подписчикам для пользования я не могу его посоветовать никак, потому что, ну, если вы покупаете смартфон, чтобы накидаться об стены и надеяться, что вам его заменят, то можете попробовать, но я не уверен, что вам его заменят. Если же вы его покупаете для того, чтобы им пользоваться, всегда не смотрите на бренд, не слушайте блогеров, меня, еще кого-то, смотрите на тип памяти. Огромное спасибо, что пришли. Исходники фото в моей личной телеге. Следующий обзор будет, скорее всего, на Honor Magic 7. Не 7 Pro, на 7 Pro у нас уже был обзор. И еще раз, вы смотрите вот эти два устройства, неважно какое. Яркость экрана имеет значение. Скорость зарядки имеет значение. Скорость открытия приложений даже в самом начале имеет значение. Порты там, проводные наушники, инфракрасник имеет значение. Стерео или моно имеет значение. Ну, это, опять же, не вот этот смартфон касается, а вообще вы должны смотреть на хотя бы функционал базовый. Вот здесь части базового функционала нет, такого как нормальной яркости, стерео, инфракрасника, мини-джека. Все это выпилено и поставлено, скорее всего, бесплатное для них железо, так же, как в iPhone 16e использовали железо с старого iPhone. Вот Realme решила все старое железо у себя сгрузить, так же, как они процессоры 7320 Ultra наклепали когда-то и везде их пихают. Вот примерно то же самое с этим смартом. Народ купит. Добра и удачи вам, дорогие друзья!